В начале января, в один обычный вторник, старик по имени Джордж Хантилл шагнул в головной офис банка в Чикаго. На дворе стоял пронизывающий мороз, а Джордж был одет скромно: старое пальто, потертые кроссовки. Люди в зале, деловые офисные работники и клиентки с дорогими сумками, начали перешептываться, поглядывая на него с удивлением и неприязнью. Никто не догадывался, что старик держал в руках секрет, способный перевернуть весь банк. Старый полиэтиленовый пакет содержал его сберегательную книжку. В ней хранилась сумма, о которой большинство могло только мечтать. Пока он стоял в очереди, посетители шептались: похоже, бездомный, наверное, социальная помощь. Но Джордж не обращал внимания. Годы скромной жизни научили его сохранять спокойствие перед чужой злобой и предубеждениями. Когда подошел к кассе и назвал сумму, сотрудница банка, молодая женщина по имени Клэр Бейкер, взорвалась смехом. Она не могла поверить, что кто-то попросил снять $10 миллионов. Ее смех привлек внимание всего зала, вызывая насмешки и удивление. Джордж держался спокойно, напоминая себе, что настоящая власть не в внешнем виде, а в том, что скрыто внутри. Люди наблюдали за стариком с жалостью и презрением, но никто не знал, что у Джорджа есть не один счет, а несколько, и на них хранится более $1,5 миллиарда. Его внук, молодой аспирант Майкл, следил за происходящим с тревогой, не понимая, кто на самом деле его дед. Когда в банк прибыл представитель холдинга в сопровождении телохранителей и финансового директора по имени Эдвард Стивенс, атмосфера мгновенно изменилась. Джордж спокойно представился как владелец крупного инвестиционного холдинга, и весь зал, включая смеявшихся сотрудников, ощутил внезапный ужас. Внезапно стало ясно, что тот, кого они считали бедным стариком, обладал влиянием и капиталом, способным обрушить банк. Все операции были проведены мгновенно. Счета Джорджа были выведены, а банк впал в панику. Сотрудники, которые раньше смеялись и унижали его, оказались в растерянности и страхе. Джордж же, наблюдая за хаосом, понимал: настоящая сила не в мести, а в том, чтобы показать людям истинную ценность уважения и достоинства. Позже он зашел в маленькое кафе, где встретил бывшую сотрудницу Клэр, теперь официантку. Она узнала его и поняла свои ошибки. Джордж оставил щедрые чаевые, напоминая, что прощение важнее мести и что никогда не поздно начать жизнь заново. Чикагский банк пережил шок, акции рухнули, а Джордж и Майкл ушли, зная, что истинная победа заключается в изменении людей, а не в разрушении.